Пес Джеки был обычным дворнягой. Всю свою жизнь он не выбирался дальше своей деревни. Но, кажется, это никак не повлияло на ощущение его собачьего счастья. По правде сказать, Джеки раньше жил с отцом Давида. Одинокий старик только с псом и мог поделиться всем, что у него на сердце, после смерти любимой жены. Давид с детьми часто навещали отца. Однако не мог суровый мужчина показаться слабым, несчастным даже перед собственными детьми. Вскоре старик заболел. Видимо, утрата жены сделала свое черное дело, впившись железными когтями. Отца Давида увезли в больницу, где он провел почти полгода с краткими прерываниями дома. Но итог все же был один, и он был печален, мужчины не стало. Немного ему не хватило, чтобы встретить свой 80-летний юбилей. Но вряд ли старик жалел об этом. Ведь теперь он там же, где его любимая жена. А значит, они снова встретятся. Только вот пес Джеки совсем не разделял этой радости. Кажется, собака даже сразу постарела от горя, когда увидела, как везут гроб с телом ее хозяина. Он первый кинулся встречать бесчувственное тело. Да только хозяин уже не обрадовался его появлению и не потрепал привычным движением по шерстке. Давид забрал Джеки себе. Негоже бросать собаку на произвол судьбы, тем более такую, которая была лучшим другом для его отца. А вскоре мужчина и забыл, что пес когда-то жил не в его дворе. Одним питомцем больше, одним меньше. Разве в деревне уследишь за всеми? Да вот только стал он замечать, что Джеки каждое утро куда-то уходит, перебираясь через забор. А вечером возвращается, как ни в чем не бывало. Наверное, в дом отца ходит. Не может забыть, не может, делился Давид со своими догадками с женой. А женщина только пожимала плечами, сочувствуя горю несчастного животного. Занятый повседневными делами и заботами, Давид вскоре перестал интересоваться, куда бегает его пес. Но как-то выдался денек, когда дел особых не было, и можно было отдохнуть. Да только разве может отдыхать человек, привыкший к постоянному труду? Вот и Давиду не сиделось на месте. И, увидев в окно, как Джеки вновь перебрался через забор, мужчина решил за ним проследить, чтобы уже раз и навсегда открыть эту тайну. Осторожно, чтобы не привлекать внимание собаки, Давид вышел за ворота, аккуратно закрыв за собой калитку. Джеки был уже в конце улицы. Так что человеку надо было поспешить, но все же оставаться тихим, чтобы не привлечь к себе внимание животного. Давид ускорил шаг, и вот они с Джеком уже вышли на окраину деревни. Удивительно, но пес даже и не думал возвращаться в свой старый дом, в чем так был уверен Давид. Он целенаправленно шел куда-то за село, то и дело принюхиваясь к чему-то и пуская нос по ветру. Мужчина ни капли не жалел, что решил проследить за своим псом, и более того, ему и самому стало крайне интересно, что же скрывает от него эта дворняга. Первые догадки начали появляться, когда пес свернул к деревенскому кладбищу. Внутри что-то ёкнуло и тоскливо заныло. Да неужели? Но чем ближе они подходили к кладбищу, тем больше росла в нем уверенность, что Джеки идет именно к своему старому хозяину. Выждав немного времени, мужчина, уже не скрываясь, зашел на кладбище и направился к могиле отца. И в самом деле, он увидел, как пес лежит он надгробии, положив голову на вытянутые лапы. Увидев Давида, на морде Джеки появилось удивление. Он поднял голову и пристально посмотрел на хозяина, будто пытаясь понять, не будет ли он ругать его за то, что тот самовольно ходит сюда. Но Давид и не думал бранить преданного пса. Он сел рядом с ним на корточки и погладил Джеки по голове. «Что, дружище, тебе тоже его не хватает, да?» Обратился мужчина к собаке. Да, вредный был старик, упрямый, но честный и справедливый, настоящий мужчина. И любить умел, и ненавидеть. Давид смотрел перед собой, но увидел только пустоту, где рождались образы из прошлого, когда отец его еще был жив. Вот он совсем еще молодой, держит счастливого мальчишку на руках и подкидывает куда-то ввысь.
Тогда казалось, что к самым облакам. Нет никого на свете сильнее отца, думалось тогда Давиду. А вот он уже юноша, уходит в армию, и отец дает ему строгий наказ, чтобы служил как следует, не порочил честь семьи, перед командирами и другим подавал пример. А теперь он уже дряхлый, немощный старик с потухшими глазами, пытается в одиночку пережить смерть жены. Ни за что на свете он не покажет себя слабым, даже если сердце разрывается на части от горя. Никто и никогда не скажет, что он нуждался в чьей-то помощи. Давид улыбнулся. Да, упрямый был старик, таких уж больше не сыскать. «Понимаю тебя, Джеки». Поднявшись, мужчина быстро зашагал к выходу из кладбища, оставив пса в одиночестве. Пес молча смотрел вслед удаляющемуся человеку. Странный он, чего хотел. Думала собака, глядя на пропадающую из вида фигуру. И ругаться не стал, погрустил только. Может, ему тоже не хватает моего старого хозяина. И Джеки снова положил морду на вытянутые лапы и тяжело вздохнул. Теперь все знали о тайне этого пса, и, кажется, люди прониклись уважением к этому животному, разделяя его горе. Да что там говорить, не каждый человек способен так переживать об утрате близкого, как эта собака. Давиду и самому в глубине души было немножечко стыдно, что какой-то пес гораздо чаще посещает могилу его отца, чем он сам. Благодаря Джеки вся семья Давида стала чаще бывать на кладбище, отдавая дань памяти и уважения ушедшим родственникам. Говорят, что со времен Древнего Египта люди считали, что человек жив, пока живо его имя в сердцах и на устах произносящих его. И если так, то без сомнения верный пес подарил своему старому хозяину еще много лет долгой и счастливой жизни в сердцах любящих его людей. Спасибо за просмотр видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.